Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам предложить приготовить вот такой вкусный, аппетитный холодец. Я знаю, это блюдо очень многие любят, особенно оно актуально сейчас зимой. Оно не только вкусное, это блюдо, но и очень бюджетное. Холодец будет состоять из свинины и курицы. Если кто-то любит другие продукты в холодце, можете использовать их. А сам процесс приготовления я вам покажу. Давайте готовить. Здесь у меня вот такие части галенки. Мяса практически нет, только косточки. Здесь у меня свиная голова без ушей и щек. И вот 2/4 от курицы. Вот этого набора будет вполне достаточно, чтобы сделать вкусный, ароматный, наваристый холодец. Для того, чтобы сделать холодец, нам понадобится вместительная емкость. Я взяла 9-литровую кастрюлю. Здесь есть шкала, вот видно 9 литров. И сюда я помещаю куски мяса. Вниз я выкладываю мясо, которое более крупное. Сверху выложу мелкие части. Вот идут 2 части головы. Они помыты, почищены. Затем выкладываю суставы галенки. Две штучки. А сверху уже выкладываю куриное мясо. 2/4. Мясо заливаю водой. В кастрюлю я залила 4 литра воды. Сейчас распределю мясо так, чтобы оно было полностью покрыто водой. Все, мясо полностью покрыто водой. Сейчас мы его посолим. Я добавляю 2 столовые ложки соли. Теперь я кастрюлю поставлю на плиту. Дождусь закипания воды, сниму пену, а дальше расскажу, что я буду делать. Друзья, тем временем у нас начинает появляться пена и закипать бульон. Вот как только вы увидели первые булечки, убавляем, во-первых, огонь, снимаем пену. Пену я снимаю просто ложкой, аккуратно убирая ее с поверхности. Вот это, друзья, тот набор специй и овощей, которые я сейчас положу в бульон холодца. У меня 3 душистых перца, пол чайной ложки горького черного перца горошком, 2 листика лавровых, 1 морковь и луковица. Заметьте, как я срезала луковицу. Хвостик оставила, не срезала, чтобы луковица впоследствии не распалась и лук не плавал по всему бульону. И теперь, после того, как я очистила бульон, всю вот эту красоту я добавляю в холодец. Опускаю морковь. Холодец еще мутноватый, но после того, как мы добавим овощи, холодец будет прозрачный. И высыпаю весь перец. Сейчас я закрываю холодец крышкой. Кипение у холодца должно быть вот таким. Друзья, вот так выглядит холодец после часа кипения с луком и морковью и специями. Пены уже не видно, практически ее нет. Но после того, как мы заложили лук и морковь, обязательно нужно опять снять
пену, потому что от закладки новых продуктов всегда появляется в бульоне пена, поэтому ее необходимо периодически снимать. А сейчас я закрываю кастрюлю крышкой и буду томить на медленном огне холодец в течение 4 часов. Друзья, и еще один момент. У нас в холодце присутствует мясо курицы. Оно варится гораздо быстрее, чем голова или голенка свинины. Поэтому, когда вы увидели, что у куриного мяса отделяются кости, его необходимо достать, чтобы оно не переварилось. Сейчас я это сделаю. Куриное мясо я достала и продолжаем дальше варить холодец. Друзья, холодец варился 5 часов. Он готов. Сейчас готовность я вам покажу. Мясо должно отделяться от кости. Вот как определяется готовность холодца. Я держу кость, и мясо, видите, просто сползает с кости. Теперь отделим все мясо от костей. Мясо очень горячее, поэтому для удобства я воспользуюсь 2 вилочками. И так дальше отделяем от костей все мясо. А теперь процедим бульон. Бульон вошел не весь, и я теперь возьму еще одну мисочку, чтобы вылить оставшийся бульон через сито. Вот теперь перед вами мясо, бульон. И теперь для того, чтобы сделать холодец, нам понадобится чеснок. Для этого я воспользуюсь, вот у меня головка чеснока. Половина головки такой чеснока будет достаточно, чтобы придать холодцу аромат. Друзья, чеснок я почистила, получилось 6 зубчиков. Теперь я их выдавлю прямо вот сюда в миску с мясом. И теперь, друзья, все содержимое миски нужно перемешать. Но прежде чем перемешать, вот такие большие куски кожи нужно порезать ножиком. У меня ножик с зубчиками, мне будет проще с этим справиться. А сейчас я переложу мясо в те емкости, где у нас будет застывать холодец. На дно формы я выложила кусочки морковки и добавила лавровый листик. С обратной стороны, когда мы перевернем холодец, это будет просто милый цветочек. Всю остальную морковь я измельчила вилкой, просто вилкой, и добавляю сейчас в мясо и перемешаю. И на примере одной емкости я вам покажу, как я выкладываю мясо. Аккуратно выложу мясо на цветочек в начале. И теперь залью это аккуратно бульоном. Бульон еще горячий.
Ну вот холодец у нас и готов. Я его отправляю застывать на ночь в холодную лоджию. Остальное мясо я раскладываю в другие формы, точно так же заливаю бульон и ставлю в холодное место застывать на ночь. А утром покажу, что у нас с вами получилось. Итак, до завтра. Друзья, доброе утро. Сегодня следующий день. И я вам показываю результат того, чем мы занимались с вами вчера. Холодец застыл. Вот этот лишний жир нам нужно снять. А как он застыл, сейчас я вам покажу. Видите, замечательно распределилось мясо с бульоном. Прозрачный бульон, который я вам обещала в начале, получился. Для того, чтобы выложить холодец на блюдо, нужно сверху собрать жир. А теперь, друзья, я вот такой тонкой лопаточкой пройдусь по краю емкости, чтобы освободить холодец от стенок посуды. Вот так лопаточкой аккуратно поддеваю. И переворачиваю. Осталось бумажными полотенцами очистить край блюда. Холодец получился очень вкусный, как моя мама говорит, сладенький. Хорошо он подходит для отварного картофеля или картофельного пюре. Поэтому готовьте, наслаждайтесь вкусным блюдом. Отрезаю кусочек. Друзья, такой холодец просто хочется попробовать и съесть. Его можно готовить из набора любых продуктов. Хотите с говядиной, хотите со свининой, хотите с курицей, но обязательно должно присутствовать в этом наборе что-то желирующее. Это либо галенка, либо ножки свиные или говяжьи, либо голова. Поэтому составляйте набор продуктов для холодца по вашему вкусу и готовьте этот замечательный бюджетный продукт. А я, как всегда, приглашаю вас подписаться на свой канал, поставить лайк. До скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.